Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовили очень вкусный американский сливочный торт с крем-чизом. Торт реально получается очень вкусный, с ярким ароматом клубники. Я буду готовить на рисовой муке, вы же можете готовить на пшеничной. Рекомендую рисовую муку, кто не потребляет глютен и глютеносодержащие продукты. Все, кто нет никаких проблем с глютеном, можете готовить на пшеничной муке. Все пропорции на пшеничную муку я указал в рекомендациях. Предварительно необходимо сахар пробить в блендере до мелкой пудры. И это делается для того, чтобы сахар быстро растворился в белках. Сахарную пудру добавляю в белки и вымешиваю на высоких оборотах миксера. Вот такая вот меренга получилась. Этими же венчиками перемешиваю желтки в светлую желтковую смесь. Обязательно перемешивайте хорошо, чтобы желтки тоже побелели. Затем желтки добавляю в меренгу и осторожно перемешиваю на низких оборотах миксера вот до такой яичной смеси. Затем просеиваю рисовую муку, добавляю разрыхлитель, соль и ванилин. Снова перемешиваю все осторожно, рекомендую вымешивать под углом 45 градусов. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю перемешивать миксером. Вот такое бисквитное тесто получилось. Затем выливаю растительное масло. Осторожно все перемешиваю миксером, чтобы получилось однородное бисквитное тесто с маслом. В качестве растительного масла можете использовать любое растительное масло, например, подсолнечное. Я использую масло семян конопли. Форму 21 см с предварительно вытянутой пекарской бумагой и смазанной по бортам сливочным маслом вливаю все тесто. Накрываю тесто фольгой блестящей стороной внутрь. Фиксирую фольгу на форме и убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов в духовку на 1 час. Для крема в творожный сыр добавляю сахарную пудру. Тщательно все перемешиваю. Отдельно сливочное масло перемешиваю миксером, чтобы оно было пышное и светлое. Сливочное масло добавляю в творожный сыр и перемешиваю до однородного крема. Затем добавляю ванильный экстракт. Вместо ванильного экстракта можно добавить коньяк. Все тщательно перемешиваю. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно все перемешиваю до однородного крема. Вот такой крем получился. Бисквит получился очень нежный и мягкий. Оставляю бисквит на решетке, а затем убираю в холодильник. Холодный бисквит разрезаю на 2 бисквитных коша. Обязательно бисквит должен быть холодный перед нарезанием, чтобы он у вас не сломался. Вот посмотрите, какой пористый бисквит внутри получился. И если вы заранее приготовили крем-чиз и убрали в холодильник, тщательно перемешайте миксером до рабочего состояния. Я же рекомендую готовить крем-чиз сразу перед сборкой, тогда вам не нужно его дополнительно вымешивать. При желании можно приготовить крем-чиз без сахара. Очень вкусный крем-чиз в кето-варианте. Для тортов, пирожных и различных десертов. Подложку для устойчивости смазал крем-чизом. Сверху укладываю первый бисквитный кош пористой стороной вверх. Половину крем-чиза укладываю сверху. Распределяю крем-чиз удобной палеткой. Если нет палетки, воспользуйтесь широким ножом. Закрываю вторым бисквитным коржом. Выкладываю оставшийся крем-чиз. Распределяю крем-чиз по поверхности второго бисквитного коржа. Друзья, спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делится моими видео в своих социальных сетях. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует публиковать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я всегда тестирую на своей кухне. Распределяю крем-чиз таким образом, чтобы сформировать вот такой ободок. Затем этот же ободок я как бы сглаживаю по бокам и таким образом распределяю крем по всему торту. Окончательно выравниваю торт плоским шпателем. Готовый торт убираю в холодильник для стабилизации примерно на 2 часа. Декорирую торт клубникой, которую я заранее порезал на половинки. Вы же можете использовать любую ягоду по своему вкусу. В качестве декора можно использовать также малину, ежевику, либо какие-то фрукты. Клубника в этом рецепте гармонично дополняет торт, она его украшает и делает вкус более интересным. Украшать торт можно по своему вкусу, как вам больше нравится. Можете использовать любые фрукты, ягоды, либо орехи или шоколад. Я же обычно использую ягоды по сезону, например, свежая клубника отлично дополняет этот десерт. Американский сливочный торт получился невероятно вкусный, он очень ароматный и нежный.
Бисквиты влажные, они не нуждаются в дополнительной пропитке, а крем-чиз и клубника, они гармонично сочетаются в этом торте. Обязательно приготовьте для себя и своих близких. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.